Наушники, которые я мучил 4 месяца, и они не умерли от тестов. И мало того, что они не погибли, я к ним даже как-то привык. Защита от влаги IPX7, беспроводная зарядка бокса, уникальный дизайн, который, к моему глубокому сожалению, правда, не их разработка, а чистой воды OEM. Самый ужасный по обращению продавец на Алиэкспрессе, кодек aptX на борту, автономность 6 часов на 80% громкости, управление громкостью с наушников, адекватный ценник и стабильный Bluetooth 5 версии. Я не планирую их ни хвалить, ни критиковать. Как всегда, расскажу как на духу. Cube 617, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Я рассказываю о девайсах максимально подробно и в конце делаю вывод, стоят они своих денег, по моему мнению, или нет. Подписывайтесь с лайком, читайте описание. 30 числа каждого месяца разыгрываю много девайсов, в сумме в этот раз 11. И сегодня я расскажу вам о наушниках, которые довольно долго будоражили воображение некоторых моих подписчиков, а именно беспроводных наушниках форм-фактора затычки Wiser B6. Эта фирма в моей практике не всегда делает достойные вещи, допустим, те же наушники Wiser B7, которые были у меня на обзоре больше 3 месяцев назад, форм-фактора вкладыши были просто ужасные, но не будем настраиваться на плохое. Упаковка красиво, интересно, стильно. Подача у Wiser всегда очень достойная, а главное довольно разная. Стыдно признаться, но мне их лого даже нравится, такой вот а-ля heavy metal. В упаковке наушники, кабель зарядки, инструкция, комплект сменных амбушюр. Все стандартно, все потребно. Ароматов китайской промышленности при вскрытии я не обнаружил. Сразу на что обращаешь внимание — качество материалов бокса. Soft Touch пластик этой огромной штуковине настолько же классный, насколько не особо классный пластик самих наушников. И мне эти прародители самсунговских бобов вообще никак не импонировали изначально внешне. Ну а в наушниках мы поговорим чуть позже. Мы сейчас с вами обсудим бокс. Бокс огромный, от того, что он классный внешне, остается только пшик, как только вы пытаетесь запихать это дело себе в карман. Это даже не дичь, это метательный снаряд нелетального действия. Размер и вес вы видите на экране. Проговаривать это дело желания у меня никакого нет, слишком оно внушительное. Но такие размеры обусловлены не только желанием выделиться и уменьшить его возможности по транспортировке. Дело в том, что емкость бокса довольно внушительна. 1000 мАч, которых хватает на целых 5 перезарядок наушников, что более чем неплохо, притом полностью. Плюсом добавим беспроводную зарядку, которая в данном случае не превращает бокс в раскаленную жестянку, как с некоторыми другими брендами. Если хотите проводную зарядку, она пойдет здесь по приличному Type-C, при том, что на входе есть еще и заглушка, чтобы его закрывать. Он не будет забиваться пылью, грязью или крошками. 4 диода индикации заряда бокса и шлейф, который по отзывам пользователей надежнее, чем во внешне похожих хабитах G1. От тряски бокс не открывается. Магниты обладают успокаивающим действием, клацать боксом неразумно, но весело. Круто, что есть 3 разных цветовых решения, даже полностью красный есть, но я уже не в том возрасте, чтобы заморачиваться по цветам. Хотя красный искать по дому было бы, наверное, все-таки проще. Наушники. Самсунговские бобы, но без мягких оснований. Комплектные амбушюры печальные, замена их требуется однозначно. Швы довольно быстро забиваются грязюкой, но выглядят при этом все равно ушки прилично по качеству и неприлично по размерам. Пластик, конечно же, очень сильно отстает от того материала, из которого сделан бокс, ну и ладно, захотели они вот так. Габариты, в отличие от веса, здесь желают лучшего однозначно. Я вообще не понимаю, откуда у них такие космические отзывы на Алиэкспрессе. Слишком много для покупки, слишком неправдоподобно по ощущениям. Кот и жив, и мертв, уши топ и нет. Шрёдингер в восторге. Внутри наушников старый надежный чип от Qualcomm 3020 с поддержкой кодеков AAC и aptX. Диоды индикации на наушниках при активации выглядят максимально кустарно, но главное, при работе они не мигают. Про их графеновые динамические драйверы скажу позже при описании звуков. Неважно, что они там написали, главное, как это ощущается. Управление здесь сенсорное, программы для переназначения тапов нет. С ушей можно вызывать голосового помощника, изменять громкость, переключать треки, отклонять вызов и отвечать на него. В ушах сидят как зацементированные. И это огромная проблема. Я не верю, что для основной массы их форма удобна. Я привыкал к ним очень долго, чтобы больше 2 часов можно было слушать музыку, не вынимая наушники без дикой боли. Автономность, конечно, царская. На 80% громкости отрабатывают они 6 часов 10 минут со всеми моими девайсами, включая, внимание, Redmi Note 7. Bluetooth, конечно же, версии 5.0 через 2 стены ловит свободно. Фризы очень редкие и только в общественных местах. Защита от влаги IPX7. В душе не дохнут, но я бы не стал часто это дело проверять. При любом раскладе со временем от воды они погибнут, если постоянно их топить. Переключаются наушники между левым и правым
просто молниеносно, по одному, конечно же, работают. Активной шумоизоляции нет, пассивная на 90% громкости полностью заглушает гул самолета при полете. Задержки в YouTube я не заметил, в играх она по мне минимальна. Вот вам пример. Микрофоны не фонтан, но что есть, то есть. Вот вам пример микро. Из-за микро я бы их точно не брал. 6 сентября 2020 года, город Волжский, сильный ветер, стою рядом с дорогой, тестирую микрофоны наушников Weiser B6, мимо проезжают машины, ветер задувает очень сильно. Если вы меня слышите в данном типе наушников, довольно странно, что вы меня в принципе слышите, учитывая силу ветра. Вот так примерно вас будет слышать собеседник. Если идти вдаль от дороги, но ветра очень сильно задувающего, как я вижу по картинке, микрофоны, по-моему, хватают все и усиливают шум довольно сильно. Но вот так он будет работать, этот микро. Тест микрофонов беспроводных наушников Weiser B6 на подходе к фонтану. Я иду, ветра практически нет, рядом с фонтаном, как будет журчать или нет вода, вы сейчас услышите. Рядом нет машин, рядом нет никаких посторонних звуков. Себя я слышу довольно отчетливо, потому что это затычки. Вот примерно так будет обрезать звук фонтана наушники от Weiser. Вы сейчас видите, как я их промываю, потому что в них IPX7 и сразу после теста. Цена по ссылке в описании к видео с бесплатной доставкой $59. На сейлах реально купить за 49. Удобно, что есть доставка прямо из России. Звучание. Верхние частоты зажаты. Низких частот уникально мало для затычек. Такое я вообще впервые встречаю, чтобы в затычках было мало басов. Играют громко совсем. Главное помнить, что вначале нужно максимально выкрутить громкость в самих наушниках, а потом уже на телефоне. Дешевым звучание не назвать, но все, что у меня есть в последнем топе 10 беспроводных наушников 2020 года по ссылке в правом верхнем углу, играет лучше, чем эти, и стоит дешевле. Резюмирую, советую только для красоты. Своих денег они стоят, потому что если что, вы сможете их перепродать, если они у вас до этого момента не умрут, потому что случаев брака там тоже навалом. Чтобы в кино посмотреть и в игры поиграть, вам хватит, а вот для наслаждения музыкой за эти деньги можно найти много всего значительно лучше. Подписывайтесь на канал, пишите, что еще купить на обзор в комментариях. Напоминаю, на канале розыгрыш 11 девайсов, там все всегда просто, чтобы выиграть. Читайте описание и участвуйте. И не забывайте подписываться на телеграм-канал взаимопомощи и мой телеграм со скидками по ссылкам в прикрепленном комментарии. Завтра будет интересный обзор на топовые накладные наушники Ausdom с ANC. Надеюсь, из подписчиков их тоже никто не купил. Спасибо за просмотр. Девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.